Когда выходим в эту взрослую жизнь с какими-то правилами, устоями, нам приходится принимать свои собственные решения. Как именно научиться свои решения принимать, а не жить чужими правилами? В первую очередь понять причинно-следственную связь, что мы на самом деле здесь, нам сложно принимать решения только тогда, когда думаем больше о ком-то. Это программа, которая управляет нами, она прививается к нам с детства, когда наша жизнь зависит от наших родителей. Когда ты живешь в доме с родителями, больше 2-3 человек, когда находятся в одном месте, всегда приходят законы, правила, по которым нужно жить, чтобы всем было комфортно. Так как ребенок появляется в этой семье, так сказать, гостем, маленьким гостем, когда тебе 2-3 месяца, ты не можешь взять, пойти в магазин, купить себе продукты, а даже сходить в туалет. То есть маленький ребеночек, младенец, он просто лежит. Условия жизни, вся жизнедеятельность зависит от родителей. Ребенок принимает эту модель своей жизни как моя жизнь, моя безопасность, моя сохранность, зависит от родичей. Когда родичи тебе что-то дают, ты понимаешь, чтобы жить хорошо, чтобы вообще жить, в принципе, необходимо ждать что-то от родителей. Родители тебе дают полностью весь жизненный ресурс, тебе необходимо выполнять правила этих людей, потому что это для тебя боги, которые приносят тебе еду, которые могут подтереть тебе задницу для того, чтобы тебя там ничего не спрело, не заразилось и ты не умерла. С этим ощущением мы выходим во взрослую жизнь, думаем в первую очередь о родителях, как они подумают о нас, для того, чтобы их не обидеть. А это зеркальное ощущение, которое пришло с детства, что если я сделаю что-то не так, значит меня могут выгнать родители из дома, могут не накормить родители, не перевернуть, когда нужно там ребенку голову перевернуть, да, то есть ребенок это сделать сам не может. И, соответственно, это может повлиять на здоровье и вообще жизнь ребенка. И поэтому мы всегда, когда идем во взрослую жизнь, мы всегда паримся на тему того, что подумают о нас родители в первую очередь. Когда мы выходим от родителей, то все окружение является для нас очень важным образом, который по идее, как бы дает нам жизнь. Если мы будем не поняты своими родителями, если мы будем не поняты обществом, то нас изгонят, нас выгонят в лес, как из племени какого-нибудь раньше, и тебя съест саблезубый тигр, или съест медведь, или просто умрешь от голода, от холода, потому что тебя выгнали из деревни, потому что ты какая-то не такая. И, соответственно, вот этот страх нами манипулирует, и поэтому мы часто выбираем работу, образование, сферу деятельности, зарабатываем определенным образом, как следует по отношению к обществу или к родителям. Это программа, которая просто незаметно управляет твоей жизнью, и по итогу ты делаешь, даже если какой-то выбор, он сложный, как правило, потому что он никак не коррелируется с твоими желаниями, и, соответственно, тебе приходится переступать через себя, изнемогать. Самое главное, чтобы родители тебе сказали «молодец». Это глубокое влияние, которое поддерживается определенной эмоцией с детства. Могла мама тебя заругать в детстве, могла подметить, что с тобой что-то не так, сильно пухленькая, что ты сегодня как шлюха там вульгарно нарядилась, судила какую-то одежду, которую ты одела, или заставила конкретно переодеться. Это все прививает тебе ощущение, что ты получишь плохо. Ты получишь проблемы, ты получишь осуждение, ты получишь непринятие, а самое главное, может быть, даже какую-то еще и физическую, да, подоплеку, типа там, может там жопу надереть там мама, папа или еще кто-то. Полностью не перенимать программу мы не можем, то ее можно немножко как бы облегчить для того, чтобы как раз вот именно вот эти первые шаги в твоем направлении, они стали проще. Для этого необходимо прямо конкретно вспомнить ситуации с детства, которые влияли на тебя очень сильно эмоционально, потому что эмоция — это энергия, а энергия — это действие. Или даже если тебя родители очень сильно, очень много любили, есть у ребенка такая мотивация, это быть вот хорошим мальчиком, хорошей девочкой, повторять, зеркалить эту любовь, которую тебе отдали родители, то есть как бы несешь какой-то долг, как правило, который тебя парализует. То есть это может быть даже не только травматичные ситуации, в хороших семьях такая же побочка. Для того, чтобы стало проще принимать решения, развиваться, необходимо отсоединиться от родителей, вспомнить ситуации, понять причинно-следственную связь. Много количество людей говорят, типа, ну я вот такая, я вот такой. И, соответственно, тут сразу же идет обрубание, да, вообще, в принципе, восприятия. Я встречаюсь с этим тоже постоянно. Я не переубеждаю людей. Если человек изначально в это не верит и не хочет даже слышать этого, я говорю, смотри, я тебе не хочу ничего доказывать. Просто постарайся попробовать задуматься или усомниться в том, что это твоя правда, она самая правдивая правда. И все, и просто реально подумай, а вдруг может быть так, и действительно есть. Но вообще это уходит только через проводника. Истину рождаем в беседе с человеком, который видит просто другую точку зрения, который на самом деле не хочет тебе что-то навязать, он хочет наоборот тебя освободить.